Путешествие во времени, телекинез, передача мыслей на расстоянии. Все это кажется нереальным и похожим на отрывки фраз из каких-то фантастических романов. Но советский астроном Николай Александрович Козырев так не считал. В научной среде для кого-то он был гением, а для кого-то безумцем. Ко многим его экспериментам и выводам научные светила относились скептически. Ведь Николай Александрович критиковал и называл ошибочными такие, казалось бы, нерушимые постулаты, как общая теория относительности и отношение ко времени, как постоянной, плавно перетекающей из прошлого в будущее единицы. Именно изучению времени Козырев отдал большую часть своей научной деятельности. Из своих опытов он сделал выводы, что время обладает физическими свойствами. Оно способно как поглощать, так и излучать энергию. Кроме того, время материально и имеет плотность. Звучит фантастически, не правда ли? На основе своих опытов Николай Александрович сделал такие ошеломляющие выводы, как то, что аккумулятором времени являются именно звезды. За всю свою жизнь Козырев провел сотни экспериментов, доказывающих его теории, но одним из самых необычных и загадочных стал так называемый эксперимент с зеркалами Козырева. В чем же его суть? Николай Александрович считал, что интуиция и дар предвидения у человека является ничем иным, как взаимодействие времени с человеческим мозгом. Поэтому любой человек способен видеть как будущее, так и прошлое. Достаточно лишь помочь ему в этом. В качестве помощников выступали обычные шлифованные алюминиевые листы, которые скручивали в спирали по часовой либо против часовой стрелки в 1,5 оборота. Козырев утверждал, что алюминиевый лист подобен линзе и способен к фокусированию различных излучений, а также к отражению физического времени. Вовнутрь спирали ставили измерительные приборы и кресло, в которое усаживался испытуемый. На голову человеку одевали шлем с различными датчиками. Интересный факт, что после того, как была собрана конструкция, никто не решался зайти вовнутрь спирали целые сутки. Будущие испытуемые чувствовали панический страх, который они никак не могли преодолеть. Наконец-то, спустя сутки, один из них решился на эксперимент. Итак, что же испытывали люди в зеркалах Козырева? Впрочем, все зависело от времени, проведенного в спирали. Как было записано в протоколах исследования, человек, помещенный в спираль, мог ощущать выход из тела. У него появлялся дар ясновидения и телекинеза. А кроме того, испытуемый начинал читать и передавать мысли на расстоянии. Те же, кто провел в зеркале несколько часов, начинали видеть картины исторических событий. При этом они ощущали себя зрителями в кинотеатре, которые просматривают фильм на большом экране. Этим экспериментом Козырев пытался доказать то, что внутри подобных конструкций время способно менять свою плотность. Поэтому и у человека, находящегося в спирали, обострялось чувство восприятия действительности. Таким образом, можно было даже тренировать способность к ясновидению у людей и заглядывать в будущее и прошлое. Но опыты с зеркалами Козырева были прерваны. Якобы это было связано с некой угрозой, которую эти эксперименты представляли для человека. Доля правды в этом действительно есть, так как многие из испытуемых, как во время, так и после опытов, чувствовали себя нехорошо. У кого-то повышалось давление, у кого-то открывалась рвота, либо начинала болеть голова. Истинную причину мы сейчас не узнаем, ведь вся документация, связанная с экспериментом с зеркалами Козырева, была засекречена. Сам же Николай Александрович был вскоре уволен из обсерватории, а через несколько лет умер. К сожалению, о нем мало где пишут, о его опытах, казалось бы, и вовсе старались не вспоминать.
Вновь о зеркалах Козырева заговорили в 90-х годах. Опыты с ними осуществлялись и в России, и в США, и в Канаде. На этот раз ученые сделали выводы, что более чувствительны к восприятию тонкой информации женщины. К тому же желательно, чтобы во время эксперимента Солнце находилось в максимальной активности. То есть для более точных выводов нужен определенный человек и определенные условия. Кроме того, были замечены еще несколько необычных явлений. Так, во время одного из экспериментов в фокусе зеркал внезапно появились светящиеся шары, весьма напоминающие НЛО или шаровые молнии. О странном феномене рассказывал и новосибирский ученый Трофимов. Однажды, когда в спирали сидел исследователь, внутри произошла вспышка. В то же самое время над научным зданием появился светящийся дискообразный объект. Каждый раз, как эксперимент останавливали, диск исчезал. Подобное происходило 7 раз за все время эксперимента. А однажды решено было во время мысленных опытов внести символ знамя мира. В то же мгновение испытуемого буквально отбросило невидимой волной, а стрелки компасов поменялись местами. Причина этого инцидента так и осталась для ученых загадкой. Необычные явления фиксировали и во время проведения опытов с зеркалами Козырева в Диксоне. С самого начала и до окончания экспериментов над поселком был замечен светящийся объект. Кроме того, усиливалось северное сияние и наблюдалось сильнейшее возмущение ионосферы и магнитного поля. Изучением свойств зеркал Козырева занимаются и в наши дни, иногда изменяя условия эксперимента. Наверное, в жизни каждого человека происходили жуткие и необъяснимые события, страшные и мистические истории. Мы будем благодарны, если вы поделитесь ими в комментариях. Дорогие друзья, если вам было интересно, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на канал, если не хотите пропустить новые ролики. Дальше будет только интересней.